Реки играют огромную роль в жизни всех людей. Они служат источником пресной воды и пищи. Но что же может быть в них интересного? Это неверно. Мы перевернем ваше представление о реках. Есть воистину удивительные реки, и сегодня мы с ними познакомимся. Голубая река – чудо Гренландии. Эта река появляется летом. Она вытекает из гигантского ледника. Когда он подтаивает, вода образует ручьи, которые собираются в более крупные потоки. Они образуют реку, текущую сквозь толщу льда. Вода в ней имеет удивительный насыщенный голубой цвет. Количество воды в реке зависит от времени года. Чем теплее, тем больше в реке воды. Белоснежный ледник и ярко-голубая вода выглядят необыкновенно. От зрелища тяжело оторваться. Вытекает река из гигантского ледника Петермана, который сейчас активно тает и с каждым годом становится все меньше. Если ледник полностью растает, голубая река просто исчезнет. Исчезающая река Антарктиды. Называется она Оникс. Как это ни удивительно, но на покрытом льдом континенте тоже есть речки. Самая большая из них – Оникс. Хоть ее протяженность всего 30 километров, но для покрытого льдом материка это солидное расстояние. Вытекает Оникс из одного озера и впадает в другое. Особенность Оникс заключается в том, что она течет лишь коротким антарктическим летом, всего 2 месяца. Все остальное время она покрыта льдом. В отличие от наших рек, Оникс замерзает полностью, до дна. В промерзающей насквозь реке о рыбе не может быть и речи, так что об антарктической рыбалке придется забыть. Здесь живут только водоросли и микроорганизмы. Самая красочная река. Речь идет о Каньо Кристалес. Находится она в Колумбии. Ее длина около 100 километров. Местные жители называют ее рекой 5 цветов или жидкой радугой. Она невероятно красива. Известность ей принесли населяющие ее водоросли. Благодаря им оттенки воды меняются с красного на синий, желтый или зеленый цвета. Эти водоросли прекрасно просматриваются через чистую воду, образуя на дне разноцветный причудливый живой ковер. Ко всему этому великолепию добавим голубые блики тропического неба. ЮНЕСКО внесла Каньо Кристалес в список природного наследия человечества. Каньо Кристалес находится в горной местности. Здесь быстрое течение, множество водопадов. На дне реки практически не образуется ила. Вот почему здесь нет рыбы. Каньо Кристалес находится в отдаленном месте. Чтобы увидеть ее, придется лететь на самолете, ехать на машине, плыть на лодке и идти пешком по джунглям. Но зрелище этого стоит. Это будет впечатление на всю жизнь. Ржавая река Рио-Тинто. Она находится в Испании, близ Севильи. Длина реки около 100 километров. Она также имеет цветную воду. Только если предыдущая река радует глаз переливом водорослей, то здесь вода напоминает красную ржавчину с желтым и оранжевым оттенком. Если Каньо Кристалес окрасила природа, то с Рио-Тинто отличился человек. Река протекает в месте, где длительное время добывали железо. Отходы горной добычи сбрасывались в реку. Вода вымывает остатки руды и пород, которые находятся на ее дне. Хоть шахты закрыты уже более 20 лет, цвет воды не изменился. Вода в Рио-Тинто отличается высокой кислотностью pH до 2,5. Ее нельзя пить, использовать для полива. Несмотря на это, она все еще используется. Высокая кислотность помогает лечить псориазы, экземы и некоторые другие кожные заболевания. Рио-Тинто является напоминанием о том, что никогда не нужно бездумно эксплуатировать природные ресурсы. Река-помойка. Самой грязной рекой в мире считается Цитарум. Она протекает в Индонезии на острове Ява, одном из самых густонаселенных мест мира. Протяженность Цитарум 270 километров. В ее бассейне проживает 5 миллионов человек. В проблеме, постигшей реку, в первую очередь виноваты местные жители, использующие ее как свалку. Цитарум в прямом смысле завалена мусором. На некоторых участках находится сплошной слой мусора, под которым разглядеть воду просто невозможно. Канализация тоже стекает прямо в реку. Воды Цитарум активно использует местная промышленность. Стоки, естественно, поступают обратно, часто даже без какой-либо очистки.
Цитарум убили буквально за несколько десятков лет. Во второй половине 20 века в результате индустриализации региона на ее берегах выросло множество предприятий. На очистных сооружениях экономили. Все попытки властей исправить ситуацию терпят фиаско. Для того, чтобы очистить реку, было выделено $500 миллионов. К сожалению, деньги канули в воду. Никакие ресурсы не способны изменить отношение людей к окружающей среде. Будем надеяться, что местные жители со временем изменят отношение к природе, и в Цитариум можно будет купаться и ловить рыбу. Ночная река. Речь идет об Уата-реке. Эта река находится в Чили. Она течет с верховий Анд, покрытых снегом. Днем снег тает, и к ночи русло реки наполняется водой. Ночью, когда температура падает, снег таять перестает. Река водой не снабжается, и под утро она пересыхает. В постоянно пересыхающей реке живые организмы жить не могут. Уата-реки находится в удаленной горной местности. Увидеть воочию ее не так уж и просто. Рио-де-ла-Плата – самая широкая река в мире. Ее образуют две другие реки – Уругвай и Парана. Длина Рио-де-Плата – 320 километров. Впадает река в Атлантический океан. В самом узком месте ее ширина составляет 48 километров, а вот в самом широком – рекордные 225 километров. Мутный поток воды из Рио-де-ла-Плата заметен в океане на протяжении еще 125 километров. Река номер 1 – Амазонка. Самой большой и полноводной рекой мира считается Амазонка, протекающая через всю Южную Америку. Ее протяженность превышает 7000 километров, а площадь бассейна превышает 7 миллионов километров квадратных. Это примерно как вся Австралия. Амазонку называют речным морем. Она дает 20% всей пресной воды, попадающей в мировой океан. Глубина реки 50 метров. В сезон дождей здесь можно увидеть волны прилива, не уступающие морским. Вокруг реки находится амазонская сельва, непроходимые джунгли, которые до сих пор являются одним из самых малоизученных мест в мире. Колорадо – знаменитая подкова. Протекает она в США и на севере Мексики. Это одна из крупнейших рек континента протяженностью свыше 2000 километров. В наш список Колорадо попала благодаря знаменитой подкове. Речь идет об изгибе в каньоне Глен, по форме напоминающем подкову. Это одно из самых красивых и живописных мест планеты. Подкову Колорадо можно увидеть во многих вестернах. Она регулярно вдохновляет фотографов. То есть, если у вас на компьютере или телефоне заставка с изображением каньона, наверняка это Колорадо. Кипящая река. Так называют Пуаренгу в Новой Зеландии. Названию она обязана горячим ключам, бьющим из-под воды. Хотя более правильное наименование для Пуаренги было бы река контрастов. У одного ее берега вода кипяток, а у другого холодна как лед. Река подпитывается из холодных и горячих источников. Небольшая протяженность и быстрое течение не дают воде из разных источников смешиваться. Новозеландские аборигены маори в Пуаренгу издавна варили рыбу. Они клали ее в мешок и оставляли на некоторое время в воде. Самая глубокая река – Конго. Мы уже знаем, какая река является самой широкой и самой большой. Настала очередь узнать, какая река является самой глубокой в мире. Это Конго, речка, которая протянулась на 4700 километров в центральной части африканского континента. В некоторых местах ее глубина достигает рекордных 230 метров. Конго также известна самым большим каскадом водопадов. В ее северной части находится водопад Стэнли. Это целый каскад водопадов, длина которого превышает 100 километров. Конго считается и самой опасной рекой благодаря адским воротам. Это глубокий каньон, длина которого 130 километров. Печальную славу и зловещее название он приобрел из-за множества опасных порогов. Конго можно назвать и одной из самых мощных рек в мире. 32 высоких перепада суммарно превышают мощность всех рек в США. Желтая река. Так называют одну из самых знаменитых рек Китая.
Хуанхэ. Она известна тем, что здесь всегда мутная вода с желтоватым оттенком. Хоть река проходит через густонаселенные регионы, деятельность человека здесь ни при чем. Дно реки состоит из илистых отложений, вымываемые потоками воды порода, и дает реке такой цвет. Хуанхэ заслужила славу самой мутной реки в мире. В одном кубометре воды здесь содержится до 40 килограммов горных пород. Самая длинная островная река. Из островных рек самой длинной является Капуас. Находится она в Индонезии, на острове Калимантан. Ее длина 1143 километра, что, согласитесь, для острова приличная величина. Кроме нахождения на острове, эта река больше ничем особо не примечательна. Жемчужина Африки – Нил. Нил – вторая по протяженности река мира. Ее длина превышает 7000 километров. За первенство самой длинной реки Нил спорит с Амазонкой. Мнения исследователей расходятся. Эта река интересна тем, что она протекает через одну из самых больших пустынь в мире – Сахару, и дает жизнь и воду людям и животным, которые проживают на ее берегах. На ее берегах зародилась цивилизация Древнего Египта, одна из величайших цивилизаций прошлого. Самая короткая река мира. Значительная часть нашего рассказа посвящена самым большим рекам мира, но было бы неправильно пройти мимо самой маленькой реки. Это Репруа. Наверняка вы про нее никогда не слыхали. Да, это и не удивительно. Ее длина составляет от 18 до 40 метров. Почему цифра меняется? Все просто. Репруа расположена в Абхазии. Впадает она в Черное море. Речка берет начало в подземных пещерах, вода в которых попадает благодаря таянию снега в горах. Летом, когда температура выше, ее длина увеличивается. В холодное время года, когда снег в горах не тает, длина Репруа падает до минимума. Это был наш топ-15 удивительных рек мира. Какая из них вас впечатлила? А есть ли удивительные реки в вашем регионе? Про что бы вы еще хотели узнать? Быть может, вас заинтересует 15 самых удивительных озер мира? Поделитесь вашим мнением в комментариях под видео. Нам это важно. Надеемся, что вы узнали много нового и интересного. Пока!